Да, здравствуйте. Сегодняшняя встреча глав МИД стран ЕС в Брюсселе и обсуждение очередных поставок вооружений Киеву и возможности нанесения ударов по территории России. Вот это все, Сергей Викторович, очередные методы запугивания или у стран коллективного Запада не осталось каких-то ограничений, стоп-линий? Мы, конечно, следим за тем, как развиваются дискуссии и практические действия в стане членов НАТО по украинскому вопросу. Знаете, у некоторых наших обозревателей иногда появляется искушение все это представлять как очередное воплощение схемы, когда хвост виляет собакой. Зеленский постоянно что-то требует, и западные правительства, кто-то искренне желая помочь этому нацистскому режиму, кто-то уже через силу, понимая, что популярность всех этих действий среди избирателей соответствующих стран уже приближается к нулю. Но мне кажется, что это не совсем правильное объяснение происходящего. Зеленский все-таки не он виляет этой собакой. Эта собака в виде коалиции практически все европейские страны, плюс их союзники в других частях мира, их около 50 всего, они всерьез вознамерились выполнить указания старшего товарища нанести России стратегическое поражение. Это записано в их доктринальных документах, это ежедневно, еженедельно на своих различных совещаниях они повторяют, и с каждым разом они все больше и больше накачивают Украину современными вооружениями. И вот сейчас идет дискуссия о том, как эти вооружения применять. Но я хочу сказать только одно, что это не потому, что Зеленский их всех уже утомил, и чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не плакало. Нет. Это продолжение той самой линии, которую мы наблюдали столетиями, про которую наши императоры говорили о том, какие союзники у нас есть надежные на этом свете, и продолжение той линии, которую, я уже говорил об этом, которую и Наполеон реализовывал, а затем Гитлер, поставив под ружье практически всю Европу. И не зря у нас сейчас в исторических кругах возобновилась дискуссия о соучастии в преступлениях нацизма не только немцев, а представителей многих других европейских наций, которые не просто были поставлены под ружье, но которые с удовольствием выполняли приказы Третьего Рейха. Это серьезная тема. И то, что сейчас объединили против нас практически те же страны и под теми же знаменами, под знаменами нацизма, это говорит о том, что Запад во главе с Соединенными Штатами и Британией, добавлю, одержим задачей помешать нашему развитию. Когда президент Путин выступал 14 июня в МИДе, он сказал, что Россия им не нужна, им нужно, сейчас я не процитирую точно, им нужно такое полуживое пространство, которое будет не единым, на котором можно творить, чего им захочется. Так что я к этому отношусь весьма и весьма серьезно. Насчет того, остались ли у них стоп-линии, не знаю. По крайней мере, политологические, аналитические материалы, которые они публикуют, постоянно продвигают цель сдвигать вперед на полметра, на метр те действия, которые, очевидно, нацелены на эскалацию ситуации по их терминологии. Я убежден, что эти планы обречены на провал, у меня никаких сомнений нет, потому что они это делают ради геополитических, эгоистичных замыслов, ради продолжения линии на сохранение своего доминирования, своей гегемонии, а на нашей стороне справедливость, наши законные интересы, на нашей стороне устав ООН,
который в самой первой главе требует уважать права человека, включая права на свой родной язык и на свою религию. Это было растоптано без какой-либо реакции со стороны Запада, как и многие другие принципы международного права, о которых Запад предпочитает молчать. Все это меня подводит к выводу, который я уже сделал, что все это стратегическая цель, которую Запад поставил перед собой, тем важнее наша принципиальная линия, тем важнее наша победа не только для отстаивания законных интересов Российской Федерации, но и для отстаивания миропорядка, который будет отвечать интересам всех, который будет опираться на ключевой принцип Устава ООН – суверенное равенство государств, а не капризы золотого миллиарда, который считает себя вправе руководить всем и вся на белом свете, как говорится, от Украины до Южно-Китайского моря, продолжая в Африке, в Латинской Америке и во всех, без исключения, регионах мира. Эта эпоха прошла. Это болезненно, я понимаю, для Запада, и он хочет сделать этот процесс болезненным для всех остальных, в иллюзорной надежде хоть как-то оттянуть конец неоколониальной эпохи.